Ты в эфирном пространстве? Ага, я его Хорошо, вижу. хорошо. У него на голове как белая миска, как будто бы цвет сверху белый, внутри черный, похоже на панцирь. Вот вся голова закрыта вот так вот. М, Джулипо. Прям так и считывается Альбаса. мгм. Гипноз, сильнейший гипноз. В глазах вот эти такие круги. Круги. Мгм. А, от второй чакры, извиняюсь, прям говорю, как слова Как позабывала. Вот, есть. вот Говори как от есть. мужского достоинства идет оно красное, такого цвета раскаленного железа. Мгм. Вот. И подключка идет сектор магии. Мгм. Черное просто. Сначала вот это все красное и переходит в черное. На ногах какие-то лапти черные. Вот как будто бы одеты такие, то есть его ступни, вот они с пальцами, но эта черная энергия считывается как не его. Мгм. Энергосферы вообще у него нет. То есть все Мгм. заблокировано, вся энергия уходит в сектор магии и в сектор интерферентов. Да, это Ясно. он, я считываю его ДНК. Хорошо. Спроси у него разрешение на работу с ними для него. Да, он дает разрешение. Хорошо. Спроси у него, он видит, что в его пространстве происходит? Давай я сначала почищу пространство. Я чищу все это пространство и Хорошо. приказываю замолчать всем программам. Так, И снимается. вот это число пи. Что это за число пи? И что это за пи? Оно в секторе магии и колдовства. Так, считай информацию. Что значит это число? Что это такое? Это код проникновения. Ну, это и темные вот. Это Джулипо, вот ее белая эта голова. Это использование нашего эфира, способности эфира, там какие-то эти, чтобы вот я вижу буквально проникнуть своими темными энергиями в пространство. Ну, скажем так, это эти свойства нашего эфира, чтобы проникать по каналам к людям другим, вот как по этой паутине. Мгм. Ну, например, это ж у меня всегда так происходит, когда э, ночью вот эти энергии тех людей, которые приходят на сеанс на следующий день, они же думают обо мне, а я Мгм. уже настраиваюсь, то есть я уже работаю ночью. Так, Я, хорошо. да, я сейчас говорю замолчать всем программам, и я вижу, что Олег вот занимается сейчас этими глазами своими. Я говорю, что его рациональная часть спросила, Помочь ему. да, и отказаться от Джули Видит. По. Несколько ступеней там идет. И подписание контрактов. Я говорю, чтобы он показал, с кем он подписал контракт, чтобы он зашел в тот момент. И сейчас такая дверь, хух, открывается, такая, знаешь, как
в доменную печь. Мгм. Вот, в секторе подписания контрактов. И я вижу, что его правая рука, вот по локоть черная вся, она там находится. Так, Я говорю, чтобы хорошо. он Пусть, показал тот момент. да, когда он подписывает контракт и какие условия этого контракта, пусть покажет. Я вижу, как сработала программа Джулипо. Она буквально вот сейчас написала что-то и передала. То есть закрывает. Я приказываю ей занять место, где она стоит. На есть, счет 3 произойдет. 1, 2, 3. Я приказываю замолчать всем программам. Накрываю эту Джулипо колпаком с отражателем. И вот сейчас Олег поднимается вверх, у него подключка к сердечной чакре идет, черная. Я говорю, чтобы он наполнялся энергиями, но не очень сильно, так спокойно, чтобы не исчезли эти все подключки, чтобы я все рассмотрела хорошо. Вот в глаза и в пупок, ну все чакры пострадали. Мгм. И вот это от головы. Я говорю, чтобы он зашел в тот момент, когда он подписывал контракт. Я приказываю всем энергиям, программам и сущностям явиться на наш рабочий стол, всем интерферентам, с которыми взаимодействовал на этой практике или школе Олег. Олег, на счет 3 ты увидишь, кто там находится. 1, 2, 3. Какие-то сущности как будто бы не могут удержаться в нашем пространстве. Они вот так вот как-то из сектора духов, какой-то дух. Слышу аватар. Я спрашиваю, кто аватар? Джулипо аватар. Это этот дух, который живет в Джулипо. Мгм. Так. И рядом с ним стоит какая-то сущность, тоже какой-то дух. Там не один дух. Но он такой уже как-то его все время затягивает вниз. То есть карма уже там работает. Спрут Мгм. за ними всеми. Вот, спрут. Хорошо. Так, пусть Олег покажет условия этого контракта, который он подписал. Я говорю, чтобы он убрал воздействие гипноза. Его подсознание знает и умеет все, чтобы он приказал. И я приказываю, чтобы весь гипноз ушел, потому что все время мешает это гипноз. То у него появляется на глазах, то вот Мгм. это все. Сейчас черная энергия истинная появляется. Что было на самом деле. О, ты станешь аватаром. Это То есть, условие? Какое? да, ему говорят, что он станет аватаром для этого духа. Мгм. И это под контракт. А контракт просветление. А просветление выглядит вот так вот. Как такая белая энергия гипноза. Она не белая, просто светловатая такая. А потом такой черный, как треугольник, как пирамида, вот так острием верхним вот в голову. Седьмую чакру. Шах. И этот гипноз как бы проходит вниз. Так, спроси у Олега, видит он все это? Видит? Согласен он быть аватаром или нет? Нет. Тогда он может расторгнуть этот контракт. Появляется еще один контракт. И вот эта красная энергия
Она считывается такая же точно, как эта, которая у него на второй чакре. И Мгм. голос этот, дух говорит, он продал душу. И я вижу, что появляется подключка, как раскаленное железо к сердечной чакре. И я говорю Олегу, он хозяин своего пространства. Они вторглись в наш мир, а их законы не работают в нашей Вселенной. Он хозяин, и он сейчас может, он что хочет, то делает своей душой. Хочет продает, хочет обратно забирает. Я говорю, чтобы он зашел в тот момент, когда он продал эту душу свою, что происходило на физическом плане. Так, на счет 3 Олег покажет, и ты увидишь, что происходило на физическом плане. 1, 2, 3. Не знаю. Вижу, выглядит это так, что это на эфирном плане, что Олег сидит, и вот Джули По, она как будто бы прилетела, вся такая гипнотически белая. Она прилетела, и ему вот так вот как бы пальцем указывает, как ученик и учитель. Угу. И я говорю, чтобы он вспомнил тот момент, зашел в тот момент, на каких условиях он продал свою душу. Я вижу, что он ей дает, а через нее этим сущностям. Угу. Знания. Взамен на знания. Угу. То есть это же сразу по аспектам было видно, что путаница в этих понятиях. Путаница, потому что вот этот гипноз, он мешает говорить правду и называть вещи своими именами. И я вижу, как она почернела и превратилась в такую, как черная ворона, вот так с такими вот крыльями, вот, и улетела в сектор магии, стала на свое место. Вот. Угу. А Олег обрадовался, смотрит по сторонам. Я вижу, что у него тело появляется. Угу. Осознал все это? Да. Угу. Я говорю, чтобы он зашел в тот момент, перед тем моментом, когда он принял решение продать эту душу свою и отказаться от этого. И также отказаться от того момента, когда он даже решил заниматься этими практиками. И я вижу, как отваливается это огромное, как змея из сердечной чакры. Я говорю, чтобы он приказывал немедленно, пусть эта ведьма забирает все ее подключки. Я вижу это миска, этот гипноз, и такая, как удав прямо из сердечной чакры уходит. Я говорю, чтобы она ведьма, она вторглась в его пространство, и пусть забирает, она обманула его, это ложь. Да. И я говорю, чтобы он наполнялся энергией, светом, расторгал все контракты, подконтракты, соглашения, приказывал этой ведьме забирать все ее воздействия, энергии и последствия. Карму пусть призывает. Да, на счет 3 Олег все это сделает. 1, 2, 3. Да, он это делает. Итак, образовалась энергосфера. Я говорю, чтобы он это все отсекал от себя, чистил, выталкивал по всем своим энергетическим телам, по системе этих подключек, программирований. Я вижу, как это число пи так поплыло, как у этого Дали, часики. Вот, все уплывает в портал. Я отправляю все это в портал человеческое с этих энергий, отправляю на суд к Всевышнему нашей Вселенной, а все остальное на полную аннигиляцию всех этих духов в портал на аннигиляцию. Это наша Вселенная, никто не имеет права тут своими энергиями.
Так, на счет 3 Все. это произойдет. 1, 2, 3. Да. Мгм. Сейчас я говорю, чтобы Олег показал, на какие крючки и зацепки это притянулось. Джулипо, почему это он решил. И он вот показывает на свою вторую чакру. Угу. А у него буквально вижу, как на физическом плане, вот мужской орган буквально вытянут туда, и все превращается он в такую подключку, как в шланг, энергию так качает. И я вижу там в секторе магии, там это кровавая пентаграмма, рука черная с кровавой пентаграммой. Так, хорошо. Пусть Олег вытаскивает из второй чакры тот крючок и зацепку, на что это все притянулось. На счет 3 ты увидишь, что это такое. 1, 2, 3. Я вижу, что эта магия притянулась на программу «Жертва». Но сейчас я говорю, что он может отдать эту энергию, эту пентаграмму, отменить этот ритуал, и пусть эта ведьма появляется и забирает все ее руками. И еще программа какая-то стоит. Анна, вот. И поставила программу. Я говорю, чтобы он считал, посмотрел, что это за программа. Она как металлическая такая труба. И вот тут с левой стороны над головой. Как таблица. Сейчас я считаю, что там смысл. Угу. Смысл этой программы. Там написано на таком железном этом «Свобода», почему-то английскими буквами, и перечеркнуто черным. Угу. Я вижу какой-то сон его, где он как в тюрьме. Угу. Это с этим связано. Угу. И он это осознал, и моментально он увеличивается. И вот эта подключка, бум, и упала, и она тянется в сектор интерферентов, потому что на самом деле он продал частицу души, и он ее возвращает. Я говорю, чтобы он призвал все частицы своей души, и у него такое вот трепетное состояние, он буквально как... Это все равно вот можно было видеть, как люди что-то, кого-то теряют, а потом находят. Вот у него это состояние. Я говорю, чтобы он приказал этой ведьме убрать все эти подключки, программы, энергии и все последствия с его пространства. Отделить. Я отделяю человеческое, а все нечеловеческое отправляю на утилизацию вместе с ее этим всем добром, с этими духами ее, с эгрегором. Хорошо. Передаю информацию. Подожди одну минуточку. Всем, кто находится в этом эгрегоре, к которому она подключена, чтобы освобождались светлые души. Хорошо. На счет 3 все это произойдет. 1, 2, 3. Угу. Ух ты. Что там? Увеличилась энергосфера, появился шар такой светящийся, переливается. Еще не светится, но уже переливается цветами. И программа «Жертва». Я говорю, чтобы он показал. И вот, и программа предательства родственной души и себя. Угу. Я говорю, чтобы он показал, когда он впервые предал свою родственную душу. Это связано с программой жертвы, но эта программа жертвы как-то выходит на первый план. Нужно с ней поработать сначала. Хорошо. Пусть Олег покажет, когда эта программа жертвы появилась в его пространстве впервые в любом из воплощений. 1, 2, 3.
Я вижу, как только он пришел на воплощение, сразу подключаются черные энергии. Он такой малюсенький, прям микроскопический. Так. И я говорю, видит ли он себя? Да, он видит. Я говорю, чтобы он сейчас почувствовал, что чувствовал, пусть он сейчас, я считаю, что чувствовал этот ребеночек. Он как только, даже вот как только началось его, вот клеточки делятся, вот это сразу, эта черная энергия сектора интерферентов, она сразу окутала вот эти. И вот я вижу, как растет этот ребеночек. А эти энергии, они как звери какие-то, буквально терзают его. Он маленький, вот, и чем больше он обретает тело растет, и страхи его растут, потому что я вижу, что в этот период сознание еще не готово, оно как-то, его сознание закрывается телом, тело растет, и вот эта память души, она закрывается по мере роста ребенка. Я спрашиваю, что он чувствовал в тот момент, когда впервые появилась эта энергия. И он говорит страх. Я приказываю всем программам в тот момент замолчать. Приказываю этой энергии принять форму в соответствии с его ДНК. Появляется сущность. Сначала это как какая-то энергия черная, потом появляется сущность типа как какой-то мутант, плотный такой, и прямо считывается Яхве. Так. О, генералиссимус. Он себя так называет? Да, так считывается. И я говорю, чтобы Олег посмотрел и нашел тот. Вот у него это тянется сектор миссии. Почему он согласился взаимодействовать с этой сущностью? Так, пусть Олег покажет, какой контракт он подписал перед своим первым воплощением на Земле. Какая цель его миссии? На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Его миссия почему-то сразу идет Левашов и символ. И он говорит разоблачить Яхве. И берет этот меч. Я говорю, чтобы он... И их там много было. То есть он не один. Так. А я вижу, что этот символ появляется какой-то, и там внутри этого символа вот лицо Левашова. Так. Что это за символ? Считай информацию.
Левашов вот так посмотрел на этот символ и говорит, что это эгрегор власти на Земле. Так. Какой власти? Это искажение. Угу. Это вот этот перекос, это программа. Так. И я вижу, как оно, когда я подумала, как она образовалась, я просто увидела, как был вытянут такой, как лучик, этот один фрактал от первоисточника. И эта энергия свободная, она начала превращаться, вот как бы структурироваться в такие фракталы. Но такие вот эти геометрические некрасивые формы, и это все черное. И оно начало, и там такие, как черные кристаллы, там. И я вижу, что я спрашиваю Олега, где его кристалл, есть ли его там кристалл. И он вот так показывает вот куда-то, как бы в прошлое, в сторону интерферента. Я говорю, чтобы он показал. Вот какая-то картина. Я вижу, как какой-то человек, он идет, странная какая-то штука. Что за странная штука? Что ты видишь? Красное небо и какой-то песок, как эта буря в пустыне, этот песок. Но песок почему-то падает с неба, как дождь. Красное все. Вот так небо красное, и такая вот полоса идет на землю красная. И я спрашиваю Олега, это он вот это, как будто бы идет, сопротивляясь этому песку, который падает. А почему-то этот песок называется как манна небесная. Так. А он колючий и почему-то горячий. И он просто обжигает. И этот человек, Олег в том воплощении, он что-то как будто бы тащит за собой из сектора интерферентов. Так, пусть Олег покажет, что он тащит за собой. Какой-то появляется шар. То есть какое-то пространство, какое-то... Я говорю, чтобы он так считать. Так, считай информацию, что это за шар, какое его значение. Как новая религия. А он считывается, я сейчас как его зовут. Очень все странно. А он говорит, что он Моисей. Угу. И я говорю, что он там тащит в этом шарике. И вот он... Сейчас я хочу рассмотреть. От него вот так вот. Он такой несчастный. Вот видно, что его гонит кто-то. И идет черная подключка. И уходит. Вот она так толкает. И уходит вниз. Так. Я приказываю. И вот появляется снова этот генерал. Угу. Хорошо, я хочу посмотреть, что это за шар такой. Да, рассмотри этот шар. Какие-то
Странные вещи там происходят. Я вижу, как на колеснице, я слышу фараон, такая колесница, и он вот так быстро-быстро лошади бегут. Так, А люди впереди убегают. так, А вот этот Моисей, он вот так стоит, как будто, а может это не Моисей, какая-то сущность, как ангел серый кто-то стоит перед этими убегающими людьми, такой огромный, и так показывает рукой, куда бежать. так. И куда он показывает? Но сейчас я вижу там камни и ручей. А по этому ручью, как речушка какая-то, вот так идет стена, энергетическая стена. А мне интересно, откуда это они бежали, где это было. Посмотри, откуда они убегали. И куда. Ну ладно, потом я посмотрю на карте, географию. Не хочу отвлекаться от этого. И Хорошо. там вот такая стена стоит энергетическая. Так. А что она разделяет? Я слышу два мира. Какие? Вот вот где это происходит, здесь появляется такой голубой цвет, синий. Угу. А стена такая вот прямо как к самому небу. Угу. Серая такая энергия такой защиты, что ее не протолкнуть. Но я вижу, что там есть открыта такая лазейка, как портал. И этот ангел открыл. Черный, серого цвета, но мне идет черный. Так. А за ним стоит вот этот Яхве. И он вот в этот портал показывает. Я вижу, как эти люди перебегают по этому ручейку. Ну, это как речушка такая. Там камни, и они бегут, вот поднимают одежду свою. И сквозь эту вот такую, как арка в этой портал. стене. Да, они перебегают. Так. И они боятся. И эта энергия, она, вот я вижу, как такие энергии просто нападают черные на людей и просто их гонят туда, гонят. Это похоже вообще-то как прям считывается дорога смерти. Вот как будто их гонит туда и прям запихивает туда в портал. И когда все люди ушли, то этот портал закрылся. И этот ангел встал. И фараон так вот Остановился? Остановился. Его войско остановилось. Так. И что-то показал вот этот фараон. Что он показал? А этот Ра. Этот фараон считывается просто Ра. Так. Я сейчас его спрошу, что это. Он вот так вот показал как-то. Так. Спроси его, что он показывает. Он говорит, пусть идут в бездну.
Спроси его, зачем он их выгнал. Это не он их выгнал, он хотел их вернуть. Его выгонял этот Яхве, этих людей несчастных. Фараон хотел их остановить? Он хотел их вернуть. Он говорит, что это его подданные. Мгм. Он говорит, они идиоты, они не понимают, что делают. И он говорит, война. Он говорит, мир захвачен. Наш мир теряет контроль. И я вижу в эфирном пространстве над планетой висят такие огромные корабли инопланетные. Огромных размеров, такие формы какие-то неровные, не гладкие. Прямо стоят, и они вот это все делают. Они энергетически вот это пускают, эту какую-то энергию, направляют на эти события. Ясно. И это они открыли портал туда. Хорошо. После того, как вот эти люди прошли через этот портал, портал закрылся, что с ними дальше случилось? Ну, потом они отдыхали, я вижу. Они сидят, разбили лагерь. Но они постоянно под контролем. Так, Потом какие-то войны. Я вижу, они ходили, вот у них такой круг закручивается в противоположную сторону. Вот так они идут, идут, идут. Я вижу трупы и такие скелеты. Так. И в какой-то момент вот это красное небо с этим горячим песком. Так. А какая цель была этого контроля над этими людьми? Сейчас я увидела женщину, которая поднимает вот так ребеночка к этой красной звезде. Какая-то красная звезда. Вот это небо красное и красная звезда с какими-то черными лучами, с черной энергией. Новый мир, новый мировой порядок, новая власть. Я говорю, а кто же встроился в эту новую власть? И вот этот Моисей, вот он показывает на себя. Он Мойша говорит. Михаил? Хорошо. Спроси у него, какая была его цель по отношению к этим людям. Что он должен был сделать? Он говорит, мне Бог сказал. Но он весь черный, он говорит, что он должен организовать новую религию, новую власть, новый мировой порядок. И показывает вот так на весь мир. Он говорит, мы распространим влияние по всей земле. Мы умоем кровью всю землю. Это он не он говорит, это в нем говорит
это энергия, которая идет. Мгм. Это черная энергия. А это вот красная звезда. Вот интересный цвет у этой звезды, как раскаленное железо. Так. А считай информацию, что это за красная звезда? Какое ее значение? Почему-то это идет как, ну я основу смотрю, как Мгм. души святых. Души святых. Так. Каких святых? Богов. Они отдают свои души в эту звезду. Звезда смерти. Так. Хорошо. И я спрашиваю сейчас Олега, он стоит в этом, а вот его, вот это, этот Частичка. частица, этот кристалл, он стал уже не черный, а светится. И я вижу, что Моисей, он встает в том воплощении, потому что Олег дал ему свое сознание сегодняшнее. Хорошо. Так. Теперь он может выполнить свою миссию. И я спрашиваю, в чем заключается его миссия. И для него это очень болезненная миссия. И я вижу, это огромная книга, она вся светится, а там какой-то, как будто бы человечек стоит в этой книге. Я смотрю, кто это. Я вижу, что там стоит мужчина, и у него такая палка в правой руке. Вот такой он стоит, вот так вот. Мгм. И я вижу, что на этой палке такая черная змея. Медный змей. Но почему он медный, если он черный? А видно, что он медный, и даже видно, как он вот выгравирована эта чешуя. Мгм. Но энергетика у него черная. Так, а почему медный считает информацию? Сейчас я вижу, что там мужчины, они делают его. Они его куют, делают его как-то. Что это значит? Что был сделан физический прототип, я слышу. То есть было событие, чтобы завязать какую-то программу. Программы просто так не возникают. Их программист не пишет как программы в компьютере. А чтобы написалась программа в эфирном пространстве, потому что эти программы это как завязки. Это все, потому что в нашей вот фрактальной вселенной таких конструкций вообще нет. Там все гармонично происходит, и когда натыкается этот фрактал на какое-то искажение, это считывается искажение как ложь, ложная информация, как оно сразу включает механизм это ликвидировать это, и снова гармонично все идет.
А когда вот пришли эти черные энергии, тогда эти звери, они знали, что нужно, чтобы все произошло на физическом плане. Сначала и только таким образом, когда проявляется воля людей, опыт, вот когда появляется опыт, появляется определенного рода энергия, вот, она уже имеет в себе вот эти искажения, эти программы защиты от лжи и защиты от разрушения этих программ. И сразу от этих программ она похожа вот как такой клубочек черный и с такими ниточками. И эти ниточки тянутся к людям, которые вот имеют в себе этот же опыт. Вот. Мгм. И вот это снова я вижу эту цифру пи. Не цифру, а число пи. То, что мне во сне еще пришло сегодня. Вот. Это темные используют характеристики нашего эфирного пространства. Для своих целей. Да. Мгм. Я вижу, как Олег, а у него лицо у этого ангела, как сейчас у него, Мгм. с огромными глазами. Ангел. И он вот с этой книги берет, знаешь, ковер. И вот это все убирает. И я вижу, как он это вот так сбросил с книги вместе с этим человеком, с этим Моисеем. И я вижу, как эта звезда черная. Она Что? тоже вот как-то покатилась туда. И начинает это все заворачиваться. Вот время как-то вот оно. И оно дошло, вот эта волна, как ковер так вот закручивается. И дошло до этой стены. Мгм. Энергетической стены, которую эти люди прошли. Вот. И я вижу, оно все пространство стало светлым. И люди как будто бы воскресли с этих скелетов. Вот там лежали скелеты везде, Мгм. а сейчас они встают и снова как люди, как живые все, и спрашивают, что мы тут делаем. И сейчас я хочу географически посмотреть, где же это было. Так, посмотри по карте, Как где эти эта события стена происходят. проходила. Вот у меня там, ну, вот где север, вот так вот. Где эта стена? Я вижу, что эта стена, она шла вот так, как экватор идет, только выше экватора. Мгм. И я вижу там как Черное море, только ниже. И я вижу, что это вот там вот там, где Стамбул. Я не знаю, какая там страна. Это вот это происходило вот Стамбул, ты сказал? но Стамбул, он вот с этой стороны, а это вот он же стоит как бы, по-моему, большей частью на азиатской стороне, а вот современный, да. А это вот в ту сторону. Там все вот это черное. То есть вот эта пустыня, она как будто бы была вот там. Мгм. То есть вот это, где происходили эти события.
То есть они перешли вот эту какую-то стену, Мгм. где-то вот там. И они попали в красный мир. Да. Эту стену мы уже много раз встречали в наших сеансах. Вот оно что, красный мир, это мир, вот. Это красная звезда. Мгм. Это мир, половина этого мира, который принадлежал, как бы был захвачен Врагом. да. Он буквально считывается, вот эта вся половина полушария, это оно имеет вот этот вид раскаленного железа. И там вот это идет, что информация, что это имеется в виду, что взяли в оборот наши души, светлые души, и перерабатывались вот эти души. Они были под контролем уже темных. Мгм. И слышу я нижний мир почему-то, а верхний, синий, это верхний мир. Ясно. Так, хорошо. Возвращайся к Олегу, к его игрным мотивам. Да, и я Что? вижу, что вот этот символ я вижу. Ну и снова почему-то в центре находится Левашов. А кристалл Олега вот здесь. А здесь еще какие-то кристаллы черные есть. А его кристалл начинает светиться. Ну, это его фрактал. Я говорю, что он сейчас может расторгнуть все контракты и отменить эти все события. И что интересно, я вижу, как Моисей стоит и загоняет людей всех обратно. Мгм. И я вижу, что подъехали повозки, красивые такие, как корабли похожие. И сажают, как в автобусы, только открытые такие. Детей сажают. Вот эти фараон с этими. И похоже, что они не рабы. Их приветствуют, радуются, обнимаются. И говорят на них потерянные души. И возвращаются все. И я вижу, как эти скелеты, прямо скелеты встают. Из этого праха с них песок обтрушивается, и они так встают и идут. И прямо идут, оживают и идут. Я слышу воскресение. Так вот оно какое воскресение. И они вот так встают и обратно в этот портал уходят. Хорошо. И я вижу, очень интересно, я вижу, что этот фараон, он где-то вот, когда вернулись все люди, то его трон начал вырастать. Но его трон я вижу, вот если применить к карте, то как бы где-то в Европе, где-то в Германии, вот там. И трон вырастает, и начинается вот так все светиться. Свечение вот такое идет. И я вижу, как забирает Олег это уже не кристалл, оно просто светится, такой шар из этого символа.
Да, осчитывается религия, власть, культ. То есть это все вместе. И он забирает свою часть. Так. И я вижу, как начинается какая-то цепная реакция. Вот снова этот круг вижу. Только он забирает, и его как бы душа возвращается к нему, к этому ангелу, и он становится огромный. А этот символ, вот начинается, вот он как бы заряжает следующий кристалл, который возле него был черный, и он начинает тоже светиться. Угу. И вот так оно бежит, такая вот. А этот символ вот так сложился как-то, как треугольник. И сейчас я вижу, что он сложился и образовал собой пирамиду. Так. И эта пирамида черная вот так вот начинает расползаться, а с верхушки выходит что-то. Как будто бы иголка с таким вот шариком сверху. Так, считай информацию, что это за иголка с шариком. Души святых. Угу. И я спрашиваю Олега, что он должен сделать. И я вижу, он берет 2 руками этот стержень, вынимает оттуда. Вот он такой, как такая игла с таким шаром сверху. Он это вот так вот руками вынимает и поворачивается, и как бы в сектор первоисточника. И этот шар начинает светиться, и разлетаются души прямо в первоисточнике. Ну, в этом секторе, имею в виду. Угу. В этом, потому что там свет, просто золотистый свет, вот это все сияние. Вот. И его миссия вот тоже в этом секторе. И вот с этого шарика начинают разлетаться души. Они разлетаются, и внутри, когда они поулетали, я вижу, черная идет такая игла. Так, читай информацию, что это за игла. Это дух зверя. Считывается. И я вижу, как эта игла, она была вот так стояла, а сейчас она вот так легла. И уже не черная, а такая серая. А возле нее вот так, как бы над ней, вот так стоят силуэты, очень много. И один первый, они выглядят все, я их не вижу. Они не хотят, чтобы я их видела, но энергия считывается воинов. И они вот берут первый огромный меч и отсекает голову. Это как змея. И отсекла, и он отсекает голову этой змеи, и оно падает в портал. И Хорошо. следующий, и они так вот по очереди рубят эту змею, рубят. И этот хвост, и это все закручивается, и получается как карма, и все, эта черная энергия исчезает. Она потом светлеет и исчезает в портал. Портал это как карма, кармический вот этот. Завязывается и в огонь, в тот огонь, как в пекло, вот туда. Хорошо. И вот эти все фигуры, они взлетают, как ангелы.
И сейчас я вижу, как вот так сидит, как воин, как богатырь после войны, уставший. И на нем такая красивая одежда, расшитая вся, Мгм. красная и с золотым. И он ее снимает и выбрасывает в портал. И на нем никакой одежды нет, просто он как сияние, и он говорит: я душа. Мгм. Хорошо. И сейчас я вижу, что он как бы встроился в этот символ, вокруг него вот этот, который был серый, сейчас просто как золотистый. И вот эти все иероглифы, это все растворяется, и все превращается в гармонию. Мгм. И он залетает как ангел, но его физические вот эти проблемки тянут его. Вот, в сектор магии тянутся еще подключки. Так, Какая-то ведьма там. хорошо. Так. И пусть Олег покажет, что это за ведьма, когда она впервые появилась в его пространстве. На счет 3 Олег покажет, и ты увидишь это событие. 1, 2, 3. Там еще две подключки. Один мужчина и похоже как Баба Яга. Это ведьма. Я говорю, чтобы он показал по очереди. Пусть этот мужчина подождет. Вот эта ведьма, кто она такая? И я вижу, как Олег показывает свою левую ногу. А на нем такое вот как турецкий башмачок. Мгм. И сразу же считываются вот эти какие-то ступни ног огромных размеров. Неестественные, некрасивые, черные. Я говорю, что это за лапти у него такие странные. Когда он их получил впервые, чтобы он показал, и когда он предал себя, свою Свою душу. душу. Да, пусть Олег покажет этот самый первый момент. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Какая-то Мариам. Так. Слышу. Я вижу, что это связано с тем первым воплощением, Угу. когда он пришел на свою миссию. Я вижу, что эту жену ему дали интерференты. Я говорю, а была ли его родственная душа? Да, была. Так. Почему он согласился на эту жену и отказался, предал свою родственную душу? Пусть покажет. Он показывает, что его сознание и подсознание были разделены. И он говорит, я служил. Так. Я Служил вижу, кому? что он служил с одной стороны. Он говорит, что он служил царю, а с другой стороны он служил этим интерферентам. Вот, к правой ноге интерференты подключены у него. Угу. И буквально с этой черной энергией они дают
Я слышу замешательство, он говорит замешательство, то есть ему это мешало. Мгм. И вот эти энергии помешательства, они присутствуют в его окружении и сейчас. Так, хорошо. Спроси у Олега, как правильно поступить в той ситуации, исходя из его теперешнего сознания. Я вижу, что он от первоисточника берет свою родственную душу и отбрасывает эту энергию. Я говорю, что он может отказаться от всех подключек, привязок, расторгнуть все контракты, подконтракты, соглашения и освободить свою душу из всех тех событий, где он ее оставил, продал, потерял, призвать все свои частицы души, восстановить полную гармоничную целостность всех его структур, души, духа, всех эфирных тел, души и физического тела в этом воплощении и обрести свою целостность. Да, на счет 3 Олег все это сделает. 1, 2, 3. Да, он это делает. Он снимает эту туфлю с левой ноги, выбрасывает, оно все уходит. И он, я говорю, что сейчас он может оставить информацию в эфирном пространстве, чтобы его родственная душа встретилась с ним. Да, он выходит с этих пространств, и у него вот эти процессы происходят. Угу. Я слышу обнуление негативных программ. Хорошо. Сейчас появляется еще мужчина. Угу. Этот партнер. Так, да, он о нем говорил. У него подключка ко второй чакре от него. Угу. Этот человек находится как в своем шаре. Я запрещаю переброс кармы, чищу все пространство, запрещаю, снимаю все запреты на снятие магии и колдовства. И говорю Олегу, что он может отменить знакомство даже с этим человеком, почистить все свое эфирное тело. Я вижу, что это было связано с кармическими этими вопросами. И раскручивается, снова появляется на его третьей чакре вот этот, как обруч, вот это верчение, кручение, вот это. Вот, раскручивается, и точка. Я говорю, чтобы он эту точку, этот крючок, зацепку вытаскивал и показал, было ли что-то важное. Пусть Олег вытаскивает этот крючок на наш рабочий стол. На счет 3 ты увидишь, что это за ситуация или событие. 1, 2, 3. Ну, я вижу, что это связано с какими-то энергиями, но которые были в том воплощении у этого Моисея, но это были как бы не от человека эти воздействия, а от духа. И я вижу, как
это все уходит, приходит от сознания, и я говорю, чтобы он почистил все свое пространство, убрал все крючки, зацепки, и сейчас, чтобы он передал информацию о своем освобождении по всем своим родам, ветвям, корням. Так, И оставил информацию. в свободном доступе в эфирном пространстве для всех желающих. Я вижу, что он это делает. Я вижу, он зашел даже в тот момент, когда это был Моисей. И как вот этот Моисей эту черную энергию распространял как паутину по всему миру. Вот это, вот снова пи. Вот это. И оно все вот так все через эту энергию, все через этот образ Моисея все уходит в обратном порядке. И вот эта черная паутина осветляется, и этот образ Моисея с такой палкой какой-то, который стоит, вот все уходит, а он стоит на самом деле, и он свято верил, что это он с Первотворцом общается, его лицо направлено к первоисточнику. Он не был колдуном, и он не выбирал специально служить дьяволу. Я вижу, как этот символ Моисея очищается, и вся эта черная энергия уходит. И в этот момент я вижу, как упала стена, это серая. Хорошо. И я говорю, что он может сейчас распространить эту информацию. И я вижу, что сначала, когда эта стена упала, то вот эти красные духи с красного мира, а это какие-то духи красные. Это как падшие ангелы. Вот почему красный цвет. Это такие, как черти, какие-то духи, они красного цвета. А почему красного? Кровь. Им нужна кровь. Вот. В ритуалах кровь. Вот душа, кровь, потому что душа в крови. Душа связана с генетическим кодом человека. Вот. И он распространяет эту информацию, и вот эти черти, они все в портал закручиваются, уходят, эти красные сущности. Из земли как будто бы какая-то поволока уходит. Вот этот глаз, огромный глаз, который появился, прямо вся земля поместилась в этот глаз. И этот глаз истекает, уходит в портал. Я вижу, как множество воинов. Этот глаз, он как будто бы проглотил нашу всю планету. Рептильный такой глаз. Вот. И я вижу, как по периметру вот так вот стоят по фронту воины. Такие, как вот эти стояли, которые рубили этого змея. И они воюют, вот эти воины. И эта вся энергия уходит. Я вижу, как планета освобождается от этого всего. И все уходит. И отрывается эта вся энергия, и уходит в портал. И сейчас эти воины гонят эту энергию прочь от Земли. Это хорошо. Так, посмотри сейчас на эфирное тело Олега, как оно сейчас выглядит. Вот он рассматривает себя.
В голове еще что-то есть. 7-я чакра. Я говорю, что это у него? А он говорит знания. Так. Какие знания? Пусть покажет, что это за знания. Это ему принадлежит или чужое? Нет, это чужое, я смотрю, я вижу, что эта подключка идет к эгрегору знания. Это типа горе от ума. Знания этого мира. То есть я так думаю, что он стоит на пороге большого переосмысления всего того, что он понимал и знал раньше. И оно пронизано вот это во всех чакрах, как гипноз. Я говорю, что если он хочет, он может отсоединиться от этого эгрегора, убрать эти ложные знания, чтобы стать чистым и свободным к познанию истинного мира, а не программ. Он вытаскивает. И я вижу, что это привязалось на... Вот отец его ругает очень сильно. Это вот прилежность к изучению, то есть забито просто. Я говорю, чтобы он показал, что он чувствовал в тот момент. И он был подключен к этому эгрегору темному. И этот страх. Так. Я говорю, чтобы он чувствует страх, и он себе тогда говорит, вот эта установка у него, я буду учиться, 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 чтобы оправдать доверие отца. Он хочет как бы доказать, что он способный, потому что я так понимаю, что папа там его гнобил несправедливо. Я говорю, что он может своим сознанием сейчас оценить это все и назвать вещи своими именами. Ну, он ругает своего отца. Да. Он на него говорит, да ты подлец. Ты убежал, как только тебе трудно стало. И я вижу, как с этого он, ну и другое ему говорит. Он говорит, ты предатель, ты предал меня и мою мать. И я вижу, как душа его отца освобождается. Я говорю, чтобы он очистил все свое пространство от этих негативных программ к отцу, а также к маме. И он говорит, что он очень любит маму. Я говорю, но она несовершенная, и если есть какие-то привязки к маме, то он может их убрать. Из своего пространства. Да, он убирает. И он говорит маме, я воспринимаю тебя такой, какая ты есть. И я вижу, как она тоже освобождается, и эти энергетические программы между ними, они уходят. Я говорю, чтобы он крючки и зацепки все убирал и очищал полностью все свое пространство и наполнялся энергиями свободы, гармонии, вечной жизни, молодости, красоты. Так, на счет 3 Олег все это сделает. 1, 2, 3. Вот, я вижу у него с кишечником проблема, и это связано тоже было с этими похождениями по пустыне, с этой миссией его. Я говорю, что он убрал вот эти все события, аннулировал, и печень у него, печень, это тоже связано с печенью, вот это. И я говорю, чтобы он убирал эти энергии, и там зацепка в желудке была. Я говорю, чтобы он показал, на что это притянулось все. Да, это вот это все с этими хождениями по пустыне. Вот, и он это все забирает. Я говорю, чтобы он полностью отдал этим интерферентам
все эти низковибрационные энергии. И он, чтобы наполнил все свое пространство энергиями здоровья, высокими вибрациями. Я вижу, закручивается там в третьей чакре, как спиралька. Вытаскивается что-то огромное, вытаскивается. Я говорю, чтобы он вытаскивал это все на наш рабочий стол. Смело пусть смотрит, не боится, что это такое. Так. Что-то огромное, огромное вытаскивается, огромное. Что-то такое, вот оно как желудок. И там в этом желудке что-то и тянется вот сектор подписания контрактов. И все оно какое-то как красное, темно-красного цвета. И как будто бы там движение какое-то, как будто бы там какие-то муравьи бегут в сектор подписания контракта, вот сюда, вот с правой стороны, где интерференты, вот. Ну, у меня это Хорошо. слева. Так, пусть он покажет, что там находится в секторе подписания контрактов. На счет 3 Олег покажет, и ты увидишь. 1, 2, 3. Я увидела этого огромного спрута с этой головой, как гора, белая. Вот это магическая. Вот он, лапы как магия черные, а эта голова как гипноз, ложь. Так. Что это за спрут такой? Считай информацию. Оно считывается как глобальная система порабощения. Я говорю, чтобы он зашел в тот момент, когда он подписал с этой программой, с этой сущностью, с этой энергией контракт. Пусть Олег покажет этот момент. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Да, он говорит, что он отдаст этому эгрегору семя его. И вот это народ израильский, вот это карма его. И он его как бы отдал своих всех детей в рабство этому эгрегору и этой программе. Так. Условия смотришь. Контракт. Да, какой-то Синайский полуостров. Что-то вот там это связано с этим. Я куда-то улетела, уже я не знаю, где-то я была. Так, посмотри вот это вот условие, которое ты говоришь, Синайский полуостров. Что с ним связано? Что это за условие такое? Вот там от этого сектора подписания контрактов я прямо вижу географически эту, как оно расположено, как будто бы я из космоса смотрю, или где самолеты летают. Так. И там вот этот круг нарисован, как оно как спираль. Это вот какой-то лабиринт. Так. Считай информацию, какое значение этого лабиринта. Ходить по кругу. А эти люди ходили буквально по кругу. Их водили просто по кругу, вот так они по кругу ходили, 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 ходили. И таким образом образовывалась эта энергия и эта программа хождения по кругу, чтобы нельзя было осознать и выйти за пределы этой программы. Так создавалась защита этой программы порабощения. Я вижу, что время закончилось сегодня. Они как начали ходить, так и ходили. И они это самый несчастный народ на земле, потому что
От них вот все началось, их использовали. И потом это кружение пошло по всей земле. И все люди в одинаковом в этом кругу ходят. Они думают, что они не такие, но все одинаковые. Их просто сделали виновниками, потому что это по плану темных. Вот этот хозяин этой программы, он в тени, он в духовной сфере. А вот люди, их можно увидеть. Так, хорошо. Хорошо, понятно. Видит это все Олег? Да, он видит. Он хочет расторгнуть этот контракт с этим спрутом. Да. Он может это сделать. Пусть он зайдет в тот момент, когда он его подписывает. Что интересно, у него сейчас вот здесь появилась вот эта вязь, как греческая, говорят. Или арабская вязь. Или греческая. Свастическая вот это. Как греческие эти узоры. Вот здесь оно вот так перед ним просто появилось. Так. И что это значит? Сейчас читаю. Читай информацию. Это говорится, я слышу, считывается как энергия конов нашей Вселенной. Я вижу, он заходит с этой энергией. Оно вот так перед ним, вот так. Знаешь, как ленточка у победителей. Они бегут, и да. Ленточка такая у них развивается. И он идет с этой ленточкой. А на этой ленточке вот этот узор идет. Ну, обыкновенный этот, греческий, как говорят. Вот здесь у него вот так стоит. Сияет вот. И он берет эти все листы, там много-много. И там в контракте тоже указано, что он как бы продаст души своего народа, перелистывает эти черные листы и подключит к этому эгрегору всех через культ. И я вижу, что это и был контракт с темными, связан с этим вождением этих людей всех. И сейчас это такой луч пошел туда, на этот Синайский полуостров. А сейчас он так шух и вышел. И вся эта книга с этими черными листами, вся уходит в портал. Он расторгает все. Я вижу, как он заделывает этот портал. Хорошо. И он говорит, что он отрекается. Я вижу, что подключка к сердечной чакре у него. Я говорю, чтобы он вытаскивал эту программу. Что там за программа? И там такая вот, как медуза какая-то. Вот так вот он вытащил этот проводочек, а там такая медуза, вот так она как будто бы плывет, раскрывается эта программа из сердечной чакры. А считывается как любовь к антимиру, к черным энергиям. Любовь ко злу. Я говорю, чтобы он вытаскивал со всеми крючками и зацепками и отправлял эту программу в портал на утилизацию. Он это делает. Сейчас я говорю, чтобы он просканировал все свое тело и нашел эту программу. Вот я вижу. Магнит. Вот такой вот. Через глаза выходит. Вот такой магнит. Хорошо. Притягивать, выискивать в пространстве ложь, зло
и как бы ориентироваться на это, да. Я говорю, чтобы он убрал этот имплант, эту программу, отказался. Он вытаскивает, и за ней вытаскивается вот это из шишковидной железы программа ложь. Ложь, да. Я говорю, чтобы он отказался от всех контрактов, принимать в свое тело любые чужеродные программы, и вместо них, чтобы из горловой чакры вытаскивает что-то серое. Что это такое, считаем информацию? Оно считывается препятствие выполнить миссию. Угу. Ну, и я прямо картинки пробегают, сколько раз сеансы откладывались, вот эти все со звуками, нападки на нас с тобой были 2 дня подряд. Это все, чтобы он не расторг этот контракт. Я говорю, чтобы он вытаскивал это все. И вот дальше. И приходим к первой чакре. Вот черная. Я говорю, что это за стульчик, который там как будто бы у него под сиденьем, как будто бы для того, чтобы сидеть на нем. Какой-то кружок такой вот. Что это такое? Пусть покажет. Какое значение? А на этом кружке что-то оно как бы не считывается никак. Как вот эти, как ведьмы какие-то висят на этом кружке. Спроси у Олега, снимаю. что такое. Сейчас я считаю. Я снимаю все защиты с этой программы и считываю. Это вот это, что копчик черный, что говорят, что хвост у ведьмы. Так вот эта программа тоже как магнит к ведьмским этим всем энергиям и программам, к магии. Вверху любовь к лжи, внизу любовь к магии. Вот, зациклено в сердечной чакре все. Вот это хорошенькая конструкция. И вот это еще на руках, вот эти меридианы черные. Я говорю, чтобы он это убирал. И чтобы он убирал эту черную штуку из глаз. Почему это у него вот 3-й глаз закрыт черный? Что за программа там? Так, пусть покажет что-то информацию. Это связано с видением, что он видит. То есть видеть матрицу, а не видеть истинное положение дел. Вот оно тянется все. Я говорю, чтобы оно как спрут у него, вот этими такими, голова вот там, а эти вот, ну не только у него, это абсолютно все люди, абсолютно каждый человек, который воплотился на планете Земля, вот сейчас и раньше, когда захватили темные, все абсолютно подключены к этим программам и энергиям. И это несовершенное тело, которое мы получили вследствие программирования вот этого. Я говорю, чтобы он наполнился энергиями, ты посчитаешь и на счет 3, и он энергией нашей Вселенной, своей собственной энергией жизни, любви, гармонии вытолкнул все эти чужеродные программы, импланты и отправил на уничтожение в портал вместе со всеми людьми, которые находятся в его пространстве, и полностью очистил все. И сейчас я вижу, как у него это буквально как бы из кишечника, это все тоже как будто бы на физическом плане, эта блокировка вся уходит. И он поднимается вверх. Я говорю, чтобы он выталкивал и на счет 3 все сделал. Хорошо. Пусть Олег готовится, и на счет 3 он это сделает. 1, 2, 3. Угу. Я говорю, чтобы он очищал все свое пространство. Вот карма пошла. Пошло воздействие от первоисточника.
Я вижу, он поднимается вверх. Вот. Я говорю, что случилось? Что случилось? Что там? Физика Что-то. мешает. Я говорю, на физике нет еще до конца осознания этого всего. И блоки, которые в теле находятся, его буквально корежат. Я говорю, чтобы он сейчас расслабил свое физическое тело и по всем меридианам вытолкнул все физические энергии, все эти заряды энергетические и оставил свое тело чистым, свободным, чтобы он простил себя за все то, что он накосячил, и простил всех людей, которые вторглись в его пространство, притянутые на его программы, и освободил свое физическое и все эфирные тела от энергии страха, от всех зажимов, от чувства вины, полностью наполнился энергиями свободы, энергиями жизни, восстановил свою целостность всех энергетических структур физического тела, Всех эфирных тел. Пусть всех. приведет все свои тела в соответствии с эталоном его эфирного ДНК. На счет 3 Олег все это сделает. 1, 2, 3. Да, что-то еще тянется. Я говорю, чтобы он вытаскивал это на наш рабочий стол, этот крючок и зацепку. Так. На счет 3 ты увидишь, что это. 1, 2, 3. Какой-то монстрик. И он кричит: ты со мной это не сделаешь. Так, Это он говорил, о, это этот, который мясоед. А, ты будешь есть мясо? Угу. Так, прикажи этому монстрику принять форму в соответствии с его эфирным ДНК. Он находится в секторе духов, и он выглядит странным образом. Он выглядит просто как шея и голова быка с рогами. Молох. Угу. Я говорю, чтобы Олег показал, когда он впервые этот дух появился в его пространстве. На счет 3 Олег покажет, и ты увидишь этот момент. 1, 2, 3. Я вижу, что это связано с первым воплощением. Вот как вместе с этими черными энергиями, эта красная энергия гнала этих людей. Я говорю, чтобы он зашел в тот момент, когда впервые эта сущность, этот дух появился в его пространстве, отменил его присутствие, потому что он уже отменил все эти контракты, подконтракты. И я вижу, как эта энергия выходит с его пространства. Я говорю, чтобы он вытолкнул этого молоха, отказался принимать его энергии, его программы. Что-то не получается. Так, что не получается? И меня почему-то закололо в правый глаз. Так. Я снимаю все защиты на снятие магии и колдовства и запрещаю переброс кармы. Хорошо. Это у меня тоже притянулось на какие-то мои блоки. Потом проработаем. Хорошо. Я говорю, где крючок и зацепка, за что он держится, чтобы показал Олег. Пусть Олег покажет крючок или зацепка, который находится в его эфирном теле, который держит этот молох. 1, 2, 3.
Я вижу, у него как бы раскрывается сердце, и там из этого сердца выходит эта энергия, и это связано с этой женщиной, Анна. Так, С этим ритуалом. так. Это Ну, ритуал этот ритуал. жертвоприношения был. Я говорю, чтобы он отказался. Вот. Он же уничтожил эту всю программу жертвы, пусть он уничтожает и вытаскивает. И вот я вижу, как это все уходит до миссии. И там Мгм. он как бы по плану своему. Так. И сейчас все так вот падает. И подключка все равно остается в сектор первоисточника. И я говорю, чтобы он тянул и вытаскивал этот эгрегор. Это эгрегор. А вот оно что. Это эгрегор Молоха. Вот. М, А почему оно в секторе первоисточника, сейчас считаю. Да, А первоисточник, вот эта энергия говорит, они принадлежат мне. Почему? Потому что души святых, считывается души святых, то есть чистых. То есть вот эта война против душ, а души то принадлежат нашей Вселенной, Мгм. поэтому они как бы под защитой, хоть и эгрегори существует, но Первотворец, наша Вселенная, защищает эти души. И сейчас я вижу, как Олег стоит вот в секторе миссии. Мгм. Что он делает? У него появился какой-то черный плащ, как и шапка судьи. Так, И он называет себя палачом. так. Палачом кого? Этого эгрегора. И он Мгм. говорит, а это тоже как желудок этого. Вот эгрегоры имеют вид, они тоже как человеческое тело. Вот спрут это как нейрон. И он рубит, отрубает от этого желудка эту черную кишку, которая тянется в сектор интерферентов. Хорошо. И я вижу, как отсюда он просто берет этот мешок и вот так вытрушивает, кто там есть. И я говорю, и кто же там есть? А он говорит, что там все вперемешку. Праведные и неправедные, палачи и жертвы. И я вижу, как ветер подул от источника света и сдувает эту черную, красную энергию, потому что все души, абсолютно все, которые там находились, они были в этих красных энергиях. И сейчас мы можем освободить абсолютно все сферы, всех жертвоприношений, всех смертей, которые каким-либо образом были принесены вот в жертву этому эгрегору. Так, хорошо. Вот я вижу все вот эти террористические акты, вот эти все подлые подставы разные, войны, вот это все. И души освобождаются, а эти красные, черные энергии уходят, и духи уходят, я слышу. И отправляется все на аннигиляцию. И образовался снова вот этот кармический мешок, всех виновных в мешок и на аннигиляцию, в портал.
Так, И сейчас он снимает этот плащ, из его сердечной чакры как вспыхнет, вот так все сияет. И вот все чакры засияли. И он радуется, он так радуется, и он радуется, что он сделал это, что он выполнил свою миссию. да, он это сделал. Его энергосфера прочная,